Недавно космический телескоп Хаббл наблюдал, как в 450 световых годах от Земли туманность рассекли странные синие струи материи. Там рождается звезда Эфес Тау-Б, пробивая себе путь из газопылевого кокона в форме блина. Ее нежное сияние видно в правом верхнем углу снимка. Свет дает тепловая энергия, которая выделяется при сжатии кокона. Со временем звезда запустит термоядерный синтез и ярко вспыхнет в туманности, как ее компаньонка Эфес Тау-А в центре фото. Своими глазами увидеть появление звезды, по словам ученых, редкая удача. И, конечно, нам, космическим путешественникам, хотелось бы эту удачу поймать. Как найти в пространстве небесный роддом? Сколько новорожденных звезд каждый год может появиться в каталогах турфирм? Давайте выяснять вместе с астрономами и после этого определим свой маршрут. Где и как формируются звезды? Это легче понять, представив Вселенную, похожей на огромный темный океан. В нем дрейфуют и кружатся, подобно космическим водоворотам, гигантские облака газа. Такие туманные места содержат все элементы, необходимые для зарождения звезд. Среди них преобладает водород, самый распространенный и простой элемент во Вселенной. Эти структуры называют молекулярными облаками, поскольку отдельные атомы водорода в них не кружат в одиночку, а предпочитают держаться за руки. Они образуют молекулу, содержащую два атома водорода. Подобные облака не совсем однородные по своей структуре. Их отдельные области отличаются плотностью, температурой, а также скоростью движения. Со временем на более плотных участках образуются небольшие узлы или сгустки газа, которые постепенно своей гравитацией притягивают все больше материи. В конце концов, в сгустке собирается достаточно вещества, чтобы сформировать протозвезду. Она выделяет некоторую энергию, но еще не запускает термоядерный синтез. Только когда накопится критическая масса, которая доведет давление и температуру ядра до экстремальных значений, начинается ядерный процесс. Тогда в огненном сердце светила происходит нечто невероятное. Каждый атом начинает собственный бешеный танец. Возникают хаос и неразбериха, в которых частицы сталкиваются и сливаются друг с другом. Все заканчивается взрывом чистой энергии — света. Так в небе загорается новая звезда, ярко освещая первыми лучами космическую тьму. Звездная эпоха началась на заре Вселенной, примерно через 155 миллионов лет после Большого взрыва. С тех пор новые и новые светила формируются в облаках молекулярного водорода. Все вроде бы одно и то же. На самом деле процесс, конечно, изменился, ведь он длится более 13,5 миллиарда лет. Как все начиналось? Древнюю Вселенную астрономы называют очень странной и невероятно скрытной. Она не хочет открывать тайны своего детства. Однако мощные инфракрасные инструменты космического телескопа Джеймс Уэбб и других продвинутых обсерваторий позволили астрономам увидеть свет ранней Вселенной. Кроме того, ученые создают модели разных областей мироздания, имитируя их в древности. Так во многом удалось снять гриф секретности с далекого прошлого мироздания и, в частности, больше узнать о начале его звездной эпохи. Исследователи выяснили, что основное различие между современными и доисторическими светилами касаются их строительного материала. Притом важно не только количество вещества, но и насколько оно обогащено металлами. Напомним, что астрономы называют металлами все элементы тяжелее водорода и гелия. Металлы изначально производятся только внутри звезд. Светила создают элементы тяжелее водорода и гелия, такие как кислород, железо, углерод и другие, посредством термоядерного синтеза. В конце жизни звезды взрываются как сверхновые или теряют свои внешние слои на стадии красных гигантов. Их элементы, включая металлы, выбрасываются в космос, и постепенно из них формируются новые облака. Там рождаются звезды, обогащенные материалом своих предшественниц.
В связи с этим современные светила по своему космическому ДНК отличаются от звездных динозавров. Какой геном был у древних Солнц? Чтобы это узнать, группа ученых из разных стран составила симуляцию образования звезд в ранней Вселенной. Модель показала, что первенцы имели поистине гигантские размеры. Ископаемые светила были примерно в десятки, а то и тысячи раз больше Солнца. К тому же они освещали небо безумно сильным светом. В ядрах звездных динозавров постоянно шла термоядерная реакция, превращающая водород и гелий в более тяжелые химические элементы. Но это, по мнению астрономов, длилось недолго. Жизнь первых звезд была очень короткой, менее миллиона лет. А после они взорвались сверхновыми. В результате космос наполнился тяжелыми веществами, которые образовались в этих ядрах светил. Что если мы вооружимся оборудованием археологов и поищем в космосе их следы? Это будет очень интересной, но наверняка пустой тратой времени. Даже самые опытные профессионалы пока не смогли обнаружить в небе признаки ископаемых светил. Хотя сейчас у исследователей появилась зацепка. Ученые выяснили, что внешняя часть Млечного Пути обладает свойствами, сходными со средой ранней Вселенной. Результаты показали, что там, как и на заре мироздания, рождается относительно большое количество массивных звезд. И, может, в данной области сохранились следы доисторических светил. Однако эти выводы требуют многочисленных проверок. В то же время уже точно известно, что в современном мире новые звезды чаще загораются в небе, чем в старину. Их самых далеких предков, которых называют звездами третьего поколения, было значительно меньше. Считается, что за первые 650 миллионов лет во Вселенной появилось меньше 1% всех звезд. Затем процесс ускорился благодаря тому, что космос наполнился элементами тяжелее водорода и гелия. Под их воздействием сгустки материи легче сжимаются и, достигнув высокой плотности, запускают термоядерный синтез. Это положило начало бурному звездообразованию во Вселенной. В нашем мироздании появляются очень разные светила. Они различаются по яркости, размеру, цвету, поведению и другим характеристикам. Некоторые меняют свой тип, переходя, например, из желтых карликов в красные гиганты. Другие остаются относительно неизменными на протяжении триллионов лет. И если в ядре объекта происходит синтез водорода и гелия, то его называют звездой главной последовательности. Такие светила составляют около 90% звездного населения Вселенной и бывают очень разными. Их масса варьируется от 0,1 до 200 солнечных, а живут они от миллионов до миллиардов лет. Давайте устроим небольшой звездный тур по нескольким из них. Голубые гиганты. Если мы увидим в небе невероятно яркий голубой огонек, нам сильно повезет. Такой свет, вероятнее всего, излучает редкий голубой гигант, молодая горячая звезда, обычно массой в 1000 солнечных. Голубые гиганты в тысячи и десятки тысяч раз превышают светимостью нашу звезду. Яркое сияние делает их невероятно привлекательными и одновременно укорачивают таким светилам жизнь. Гиганты очень быстро расходуют свое термоядерное топливо, поэтому сияют в небе не более 10 миллионов лет. Вероятно, по этой причине они встречаются крайне редко. Всего 0,1% от всех звезд, которые рождаются во Вселенной, составляют голубые гиганты и гипергиганты. Однако астрономы уже разыскали в космосе достаточно экзотических голубых солнц, чтобы мы могли выбрать какое-то из них для более близкого знакомства. Одна из самых прекрасных голубых звезд находится на расстоянии 1260 световых лет от Земли. Там, в восточной части пояса Ориона, расположена тройная звездная система Аль-Нитак. Самый большой из ее компонентов – голубой сверхгигант, который в 28 раз массивнее Солнца и в 20 раз больше по диаметру. Он раскален до 28 700 градусов Цельсия, то есть больше, чем в 5 раз горячее нашей звезды. Это одно из самых ярких светил в нашем ночном небе, которое сияет
31 600 раз сильнее Солнца. А вот звезды, подобные нашему Солнцу, не такие яркие, хотя тоже излучают сильный свет. Их намного больше, чем голубых гигантов, и в нашем Млечном Пути примерно 7% из всех светил – желтые карлики. Они имеют почти идеальную сферическую форму, поскольку вращаются относительно медленно и не деформируются при движении. Возьмем наше Солнце. Разница между его полярным и экваториальным диаметром составляет всего 10 километров. И это при радиусе в 695 700 километров. Столь мизерное различие позволяет ученым называть звезду одной из самых совершенных сферических структур во Вселенной. Впрочем, хотя наше светило не мчится по орбите сломя голову, ленивым его не назовешь. Солнце, как звезда главной последовательности, перерабатывает водород в гелий с невероятной скоростью – около 600 миллионов тонн в секунду. Это означает, что каждую секунду звезда преобразует около 4 миллионов тонн вещества в энергию. Чтобы лучше это представить, подумайте о Солнце как о гигантском генераторе. Ежесекундно он производит в 30 миллиардов раз больше энергии, чем все генераторы на Земле вместе взятые. Сопоставимое количество излучения дают другие известные желтые карлики, такие как 51 Пегаса и Альфа Центавра А. Из них Альфа Центавра нам особенно интересна, поскольку находится всего в 4,37 световых годах от Земли. Эта третья по яркости в нашем небе звезда долгое время считалась одиночной, но потом оказалось, что это два светила – Альфа Центавра А и Б. Пара компаньонок расположена всего в 40-47 астрономических единицах друг от друга. По космическим меркам они держатся буквально за руку. У обоих светил есть немало общего с Солнцем. Альфа Центавра А немного массивнее и сияет желтым светом примерно в 1,5 раза ярче Солнца. Альфа Центавра Б имеет оранжевый оттенок. Она чуть менее массивна, чем наша звезда, но в 2 раза ярче. К тому же паре Альфа Центавра от 5 до 6 миллиардов лет, то есть они лишь немного старше нашего Солнца, которому 4,5 миллиарда лет. Однако, в отличие от него, обе компаньонки как-то не обзавелись планетами. Впрочем, у них еще есть время. Желтые карлики в среднем живут до 10 миллиардов лет. Да и если отнестись ко всем светилам этого типа объективно, они вполне себе среднего размера. Но совсем не карлики. Просто их так принято называть. Причем на самом деле звезды не желтые, а сияющие в небе белым светом шары. Только из-за особенностей земной атмосферы мы видим солнечные лучи золотистого цвета. Красные карлики. У красных карликов название тоже не очень совпадает с реальным цветом. Звезды в небе смотрятся скорее оранжевыми, чем красными. Зато они действительно крошечные и массой не превышают трети солнечной. Несмотря на скромный размер, эти светила буквально заполонили небо. 3/4 звезд нашей галактики – красные карлики. Они не только маленькие, но и относительно прохладные. Когда красный карлик производит гелий посредством термоядерного синтеза в своем ядре, энергия переносит материал на поверхность звезды. Там вещество охлаждается, соприкасаясь с ледяным космосом, как под кондиционером. Затем оно опускается обратно, принося с собой свежий запас водорода в ядро. Этот процесс делает красных карликов настоящими долгожителями. Благодаря природному миксеру маленькие светила могут стабильно сжигать весь свой запас водорода в течение триллионов лет. При этом, в отличие от других звезд, они не меняют своей внутренней структуры. Для знакомства с этими удивительными малютками не нужно забираться вглубь Вселенной. Наш ближайший звездный сосед, показанный на этом снимке Хаббла, красный карлик Проксима Центавра. Он находится на расстоянии чуть более 4 световых лет в южном созвездии Центавра и, похоже, мечтает о еще более тесном соседстве, потихоньку продвигаясь к Солнцу. Через 26 700 лет звезда окажется от нас на расстоянии немногим более 3 световых лет. Она является третьим компаньоном системы Альфа Центавра.
с которой мы уже познакомились. Но красный карлик держится особняком от компаньонов, отодвинувшись от них на огромное расстояние в 13 тысяч астрономических единиц. В отличие от этих желтых карликов, Проксима Центавра – крошечная звезда, массой всего 12% солнечной, а радиусом аж в 7 раз меньше нашего светила. Температура ее поверхности тоже невелика, чуть более 3000 кельвинов. Светимость тусклого красного карлика составляет мизерные 0,17% солнечной. Из-за этого, несмотря на близость к Земле, мы не сможем увидеть Проксима Центавра без телескопа. Причем она не видна даже в то время, когда проявляет свой неспокойный характер, ярко вспыхивая в небе. Внезапные всплески яркости ученые связывают с увеличением магнитной активности красного карлика. Но с помощью домашнего телескопа в нашем небе все же можно наблюдать некоторых других красных карликов. Это, например, звезда Локайля 8760 из созвездия Микроскоп и Лаланда 21185 из Большой Медведицы. И, наконец, мы посмотрим на звезды еще более тусклые, маленькие, чем красные карлики. Это коричневые карлики, и их часто называют недозвездами. Они более массивны, чем планеты, но не дотягивают до светил. Как правило, их масса в 13-80 раз превышает массу Юпитера. Коричневые карлики почти не излучают видимого света. Однако ученые наблюдают множество подобных звезд в инфракрасном диапазоне волн. Там коричневые карлики интересны тем, что рождаются так же, как звезды главной последовательности из сгустков газа и пыли в туманностях. Просто они не набирают достаточную массу, чтобы запустить термоядерный синтез. Правда, некоторые из них могут образовываться как планеты из дисков газа и пыли вокруг звезд. Есть версия, что при формировании Солнечной системы у нашего Юпитера был шанс набрать больше материала и стать коричневым карликом. Тогда мы жили бы в двойной звездной системе. Но что-то пошло не так, и у нас есть только Солнце, тепла которого вполне хватает Земле. А познакомиться с молодым коричневым карликом SLRJ 1835 плюс 3259 мы можем в созвездии Лиры на расстоянии 20 световых лет от нас. Это маленькая, очень тусклая, ультрахолодная звезда. Она вроде ничем не может быть примечательна. На самом деле нас ждет там чудесная фотосессия. Мы сможем заснять в небе коричневого карлика удивительно яркие фейерверки. Ученые обнаружили у коричневого карлика потенциальные полярные сияния, в миллион раз более мощные, чем на Земле. И это далеко не все типы звезд, которые появляются в нашем небе. Причем каждый тип включает огромное количество светил. Сколько их всего во Вселенной? Посмотрите на этот чудесный снимок небольшого участка звездного неба. На нем сияет столько солнц, что, кажется, их невозможно подсчитать. Однако ученые уже провели перепись звездного населения Вселенной. Но прежде чем мы узнаем о результатах, давайте на минуту примерим колпак древних звездочетов и самостоятельно попробуем провести аудит звездного населения. Сколько бы мы ни старались, даже совершенно ясной ночью, не найдем там более 6000 огоньков. Это кажется огромной цифрой, однако на самом деле лишь маленькая толика всех светил во Вселенной. Остальные слишком далеко, чтобы мы могли их рассмотреть. Солнце, самая близкая к нам звезда, удалена от Земли на 150 миллионов километров. И все же астрономы придумали, как оценить общее количество светил в мироздании. Для этого ученые сначала решили определить число галактик во Вселенной. Для этого они сделали очень подробные снимки небольших участков неба, подсчитав все галактики, которые попали на каждый из них. Улов получился очень большим. Вот, например, на этой фотографии ночного неба НАСА видны 15 тысяч галактик, которые выглядят как маленькие точки и пятна. А если сложить вместе галактики, которые обнаружены на всех снимках, оказалось, что их во Вселенной примерно 2 триллиона. Ученые не знают точно, сколько звезд находится в каждой из них.
Большинство светил настолько далеки от Земли, что увидеть их невозможно даже с помощью самых продвинутых телескопов. Как тогда произвести подсчет? Исследователи пошли по единственно возможному пути. С помощью современных технологий можно приблизительно высчитать количество светил в нашей галактике. Так что перепись звезд во Вселенной провели, исходя из параметров Млечного Пути. Его население состоит из солнц самых разных размеров и цветов. Красные, белые, оранжевые, синие звезды излучают разное количество света. Измерив это излучение, астрономы оценили, сколько светил содержит Млечный Путь. Его озаряют около 100 миллиардов звезд. Эту цифру исследователи умножили на число галактик во Вселенной, которое, как мы говорили ранее, составляет 2 триллиона. Результат шокировал научное сообщество. Оказалось, что во Вселенной около 200 миллиардов триллионов звезд, или, говоря иначе, 200 секстиллионов. Это двойка с 23 нулями. Число настолько велико, что его трудно себе представить. Но попробуем так. Это примерно в 10 раз больше стаканов воды во всех земных океанах. После этого перед исследователями встал вопрос: насколько динамично меняется нескончаемое звездное полотно мироздания? Звезды — это не просто красивые огоньки, они составляют основную инфраструктуру Вселенной. Представьте себе галактики как гигантские космические мегаполисы. Тогда звезды, городские дома, шумные магазины и центры развлечений. Когда галактика молода, в ней мало подобных строений, и, как в любом новом поселении, много пустырей, тихих безлюдных улочек. По мере рождения там светил, галактический городок превращается в настоящий мегаполис, сияющий разноцветными огнями шумное, оживленное место. Молодые звезды ярко освещают такие космические города, делая их теплыми, гостеприимными местами. Гравитация светил создает немало причудливых конструкций, например, невероятно фотогеничные рукава спиральных галактик. И каждый день эти космические мегаполисы освещают свет новых новорожденных звезд. Но другие солнца навсегда исчезают, отжив свой век. Как часто одни загораются, а другие тухнут в нашем небе. Чтобы это узнать, ученые воспользовались уже апробированным методом. Если понять темпы рождения и смерти светил в Млечном Пути, можно подсчитать количество новорожденных солнц в мироздании. Давайте вновь условно наденем колпаки древних звездочетов и вместе с астрономами постараемся подсчитать число новорожденных во всех звездных роддомах. По словам исследователей, в Млечном Пути ежегодно образуются звезды из материала, соответствующего примерно 4 солнечным массам. По словам исследователей, в Млечном Пути ежегодно образуются звезды из материала, соответствующего примерно 4 солнечным массам. Поскольку средняя звезда менее массивна, чем Солнце, Млечный Путь производит примерно 7 светил в год. К слову, уже через 1000 лет все может измениться и процесс замедлится. В данный момент Млечный Путь потратил около 90% своего газа на формирование звезд. Пока же лишь около 2 крупных светил становятся сверхновыми каждое столетие. Таким образом, уровень рождаемости звезд несколько выше уровня смертности. Правда, это грубые оценки, поскольку оба процесса точно отследить невозможно. В основном исследованиям мешает огромное количество газа и пыли, затеняющих большие области нашей галактики. Но пока факты говорят о том, что в нашей галактике с демографической ситуацией среди звезд все в порядке. А как обстоят дела в целом по мирозданию? В более широкой Вселенной темпы звездообразования сильно варьируются. В огромных эллиптических галактиках они обычно практически нулевые, а вот в спиральных звездные роддома чаще всего бывают набиты до предела. В некоторых галактиках образуется в 100 000 раз больше светил, чем в настоящее время в Млечном Пути. Таким образом, в более крупных масштабах картина все еще не до конца ясна. Но можно взять каждый вид галактики
высчитать среднее число родившихся в ней звезд и на основе этих данных вывести среднюю цифру. Проведя подобные исследования, ученые получили невероятный результат. Каждый год в небе зажигаются более 150 миллиардов новых светил. Пока это предварительные подсчеты, но нам придется их принять. Так что снимаем колпаки звездочетов и пакуем вещи, чтобы отправиться в космос на поиски звездных младенцев. Какие маршруты выглядят самыми перспективными? Мы уже разобрались в том, что многие звездные фабрики находятся среди туманностей и молекулярных облаков. Посмотрим на те из них, которые с особым энтузиазмом производят звезды. Наша первая остановка будет далеко от Земли, на расстоянии 1300-1600 световых лет. Там находится невероятно красочная и причудливая туманность Ориона. Однако астрономов в этой туманности сводит с ума другое. Она с безумной энергией зажигает звезды. Юные светила тысячами сияют среди ее пелены, пыли и газа. Туманность достаточно плотная, ведь для формирования звезд нужна материя. Однако светила своим сиянием пробивают эту завесу, и туманность видна с Земли невооруженным глазом. А в небольшие телескопы можно даже рассмотреть ее удивительную структуру. Мы сможем любоваться в этом живописном регионе космоса загадочными клубящимися обломками пыли и газа, космическими взрывами и потрясающим светом звездных лучей, пробивающихся сквозь плотную облачную завесу. Свою невероятную картину природные силы разрисовали синим и фиолетовым светом ярких горячих звезд. Маленькие мазки ей добавили ионизированные атомы кислорода, а красные – водорода. Однако светила, которые дарят туманности Ориона яркую жизнь, ее же и разрушают. Предположительно, около 400 тысяч лет назад она потеряла около 2/3 своей начальной массы из-за сильного ветра от излучения звезд. Когда-то туманность перестанет зажигать новые светила, ее пыль и газ разнесет по пространству, и на месте красочных облаков останется рассеянное звездное скопление. Но это в будущем, а пока живописная туманность Ориона является одним из самых любимых объектов наших фотосессий. И недавно там появилась новая интересная локация. Космический телескоп Джеймс Уэбб увидел внутри Ориона странные пальцы. Эта необычная структура состоит из газа, выброшенного взрывом примерно 500 тысяч лет назад при столкновении двух молодых массивных звезд. Космические пальцы покраснели от обилия водорода, разогретого в результате взрыва. Вблизи их кончиков излучение становится зеленым из-за атомов железа, а в местах с наиболее раскаленным газом – даже белым. Но вряд ли в космосе есть большее чудо, чем область под названием «Столпы творения» в туманности Орла. Это настоящий символ бесконечных возможностей природы, который символизирует таинственную красоту Вселенной. Во время путешествия к столпам мы увидим фантастические небесные колонны, похожие на творение высших сил. На самом деле это структуры из газа и пыли, только сотканные природой с особым мастерством. Их причудливые силуэты подсвечены интенсивным ультрафиолетовым излучением молодых массивных звезд, скопившихся вокруг. Тем временем коконы внутри столпов уже формируют новые светила. В этом регионе идут активные процессы звездообразования, а новорожденные Солнца хорошо скрыты за призрачными спиралями пыли и газа. Но самым большим звездным роддомом считается туманность Тарантул. Она находится в Большом Магеллановом облаке в 170 тысячах световых лет от нас. Туманность занимает в небе гигантскую область размером 1800 световых лет. На Земле тарантулом называют ядовитого паука, который своим укусом приносит вред здоровью человека. В космосе все иначе. Небесный тарантул без устали занимается созидательной работой, с бешеной скоростью зажигая звезды. Считается, что в этом скоплении пыли и газа прячется до 800 тысяч светил. Многие из них просто монстры, которые поражают своей величиной. Рекорд принадлежит звезде R136A1.
массой в 196 солнечных. Огромные светила своим мощным излучением выдувает из межзвездного газа и пыли фантастические пузыри. Некоторые гиганты уже взорвались сверхновыми, в результате чего пузыри были подсвечены рентгеновским излучением. В центре туманности на стыке 3 призрачных пузырей находится небольшое звездное скопление. Это настоящие звездные ясли. Структура в основном состоит из юных светил возрастом приблизительно в 2 миллиона лет. По краю облака расположились относительно молодые шаровые звездные скопления, а также группировки недавно озаривших небо солнц. Их число, по прогнозам астрономов, будет стремительно расти. В 2022 году космический телескоп Джеймс Уэбб заметил в глубинах Тарантула новые тысячи почти родившихся и формирующихся звезд. Есть еще одна плодовитая область космоса, которая на первый взгляд призвана все разрушать. Это отражательная туманность Ведьмина голова в созвездии Эридана на расстоянии 800 световых лет от Земли. Во время путешествия мы увидим, что данная структура действительно похожа на портфель злой сказочной старухи. Она жутко светится во тьме, поскольку излучение звезды Ригель, одной из самых ярких в нашем небе, отражается от мелкой пыли в туманности. Голубой свет объясняется прежде всего тем, что Ригель излучает в основном в синей области спектра. Но астрономы говорят, что образ этой туманности обманчив. Ведьмина голова ничего не разрушает, а наоборот неустанно порождает новые солнца. Сейчас около 20 протозвезд уже готовится пополнить большую компанию светил в Ведьминой голове. Многие галактики тоже как бешеные штампуют звезды, и за первым примером далеко лететь не надо. Мы уже говорили о том, что наш Млечный Путь служит колыбелью для множества новых светил. Он даже стал для астрономов эталоном при расчетах звездообразования во Вселенной. Мы отправимся в путешествие, чтобы осмотреть лучше звездные роддома нашей галактики. Млечный Путь представляет собой огромную спираль, впечатляющий плоский сине-белый диск звезд, газа и пыли с желтоватыми выпуклостями в центре. Их перерезает перемычка, полоса из наиболее ярких звезд. Рукава спиральной галактики начинаются с конца стержня, а не от выпуклости. Млечный Путь активно зажигает звезды, возможно, в результате поступления газа в ядро по этим рукавам. Астрономы, изучающие образование звезд, в последние десятилетия сосредоточили свое внимание на нескольких регионах активного звездообразования в окрестностях Солнца и диске Млечного Пути. Они выяснили, что больше всего светил формируется на одном из участков центральной части галактики, на расстоянии 1500 световых лет от Земли. Экстремальные физические параметры этой области напоминают условия на пике космического звездообразования во Вселенной. Ученые выяснили, что такая среда вызывает сжатие облаков, что приводит к появлению в них странных нитей и вращающихся блиноподобных структур. И в этих облаках наблюдаются особо мощные всплески звездообразования. Затем мы отправимся в самые большие эллиптические галактики, и там все будет по-другому. На эллипсы приходится около трети всех известных галактик, и они удивительно разнообразны. Их формы в основном соответствуют названию, но нередко варьируются от почти круглых до вытянутых как сигары. Независимо от конфигурации, эллиптические галактики более старые. Они содержат сравнительно мало газа и пыли, потому редко зажигают звезды. В таких галактиках почти нет молодых, горячих и ярких светил. В основном они наполнены красными относительно прохладными звездами. Звезды вращаются вокруг центров эллиптических галактик, как и в дисках спиральных, но делают это в более случайных направлениях. Масса подобных объектов варьируется от сотен миллиардов до нескольких миллионов солнечных. Тем не менее, среди эллиптических есть галактики, которые не вписываются в образ таких себе заторможенных старичков. Например, в 12 миллиардах световых лет от Земли в созвездии Секстант расположена область настоящего бэби-бума. Так называется большая эллиптическая галактика, которая не похожа на своих ленивых коллег.
Она безумно плодовита и каждые 2 часа умудряется родить звезду. Иными словами, бэби-бум производит 4000 звезд в год. Этой фабрике солнц понадобится всего 50 миллионов лет, чтобы стать самой массивной из когда-либо наблюдавшихся. В небе также много бесформенных галактик, которые в основном образовались в ранней Вселенной, до того, как появились другие виды. И, казалось бы, такие аморфные тюлени только тихо ползают по космосу, не проявляя активности. В действительности они представляют собой оживленные области космоса. Чаще всего неправильные галактики полны газа и пыли, что делает их лучшими рассадниками для формирования новых звезд. Один из таких объектов — NGC 1569, карликовая неправильная галактика в созвездии Жирафа. Это слабый, как бы размытый объект, не очень-то популярен среди астрофотографов. Однако, если мы подберемся к нему ближе, увидим великолепное сияние. Галактика наполнена молодыми светилами, в том числе редкими огромными звездами Вольфа-Райе, возрастом менее 5 миллионов лет. Мы еще долго могли бы путешествовать по регионам космоса, где в звездных роддомах порой не хватает места. Во Вселенной их много, и с ними вроде бы все понятно. Подобные места наполнены газом и пылью, богатых элементами, необходимыми для образования звезд, а в других областях этого материала мало, и там редко зажигаются солнца. На самом деле все не так просто. Есть еще множество параметров, таких как температура окружающей среды, скорость вращения, соседство с другими объектами. Они тоже влияют на активность звездообразования в том или ином регионе. И вот еще одна загадка мироздания. В некоторых туманностях и галактиках наблюдаются вспышки звездной демографии. Ученые называют несколько причин подобных метаморфоз. Чтобы их понять, мы полетим в места, которые вдруг резко решили пополнить число звезд. Это будет совсем непростой экскурсией. Дело в том, что такие процессы чаще всего связаны с различными бурными космическими событиями и даже ужасными катаклизмами. Наш маршрут пройдет по регионам космоса, которым выпали жестокие испытания. 2 галактики, сойдясь вплотную, например, могут поцарапать друг друга. Но если им удастся избежать ужасного космического ДТП, это будет самый удачный вариант развития событий. Галактика М82 начала активно рождать звезды вследствие своего сближения с соседней М81. Астрономы обнаружили между обоими объектами поток нейтрального водорода. В центральные области М82 вероятно, попало от соседки много вещества. Там наблюдается огромное количество остатков сверхновых, а значит, активное звездообразование в ней идет минимум несколько миллионов лет. Все остальные сценарии гораздо более трагичны. Хотя космос безграничен, галактики никак не могут поделить пространство без катастроф, и при встрече порой идут в лобовую атаку. Что после этого происходит? Никакого треска, искр или грандиозных взрывов. Галактики просто проносятся одна сквозь другую. При этом их звезды не сталкиваются из-за огромных расстояний между ними. Однако в результате катастрофы газовые облака из одной галактики врезаются в такие же облака в другой, что приводит к сжатию в них газа и образованию новых звезд. Также гравитация обоих галактик создает гигантские волны, которые нередко значительно искажают форму объектов. После этого в галактиках порой возникают удивительные структуры. Например, некие прозрачные стержни, кольца, мощные хвосты. В этих местах чаще всего рождается много молодых звезд. Подобный процесс происходит с 2 удивительными галактиками-антеннами из группы NGC 4038. Пара получила свое название из-за длинных хвостов, закрученных подобно усикам насекомых. 2 эти спиральные галактики начали взаимодействовать несколько сотен миллионов лет назад. Газ и пыль в результате катастрофы образовали внутри них фантастические завитки. Из-за столкновения в обоих небесных структурах ускорился процесс образования звезд.
и теперь их украшают миллиарды юных светил. Почти половина слабых объектов на этом снимке – антенн, молодые скопления, содержащие десятки тысяч светил. Оранжевые пятна слева и справа от центра изображения представляют собой ядра галактик. Они состоят в основном из старых солнц, переплетенных нитями коричневой пыли. Обе галактики усеяны блестящими голубыми областями самого активного образования звезд, окруженными светящимся розовым газообразным водородом. Но не всегда все заканчивается просто всплеском звездной демографии. Недавно американские астрономы выявили драконовский сценарий развития событий, которым может закончиться подобная вспышка звездной рождаемости. Столкновение двух галактик может привести к тому, что их центральные черные дыры пожирают целые звездные системы. Подобные пиршества монстры чаще всего заканчивают мощной отрыжкой, выбрасывая огромное количество вещества в окружающее пространство. Эти гигантские вспышки излучения астрономы наблюдают на расстоянии многих миллионов световых лет. Большинство таких событий происходит в галактиках, которые в последние несколько миллиардов лет безумно быстро зажигали звезды. По мнению исследователей, чаще всего это является результатом столкновения галактик. К такому выводу астрономы пришли после анализа 8 галактик, чьи черные дыры поедают Солнце. Галактические ДТП приводят к поглощению звезд по двум причинам. Во-первых, удар катапультирует светило к центру галактики, в котором находится сверхмассивная черная дыра. Монстр, конечно, тут же с удовольствием пожирает свалившийся буквально с неба обед. Во-вторых, черная дыра из одной галактики может начать вращаться вокруг дыры в другой. Это приводит к образованию системы из двух монстров, которая уничтожает звезды более активно, чем один. По мнению исследователей, Млечный Путь столкнется с галактикой Андромеды через 4 миллиарда лет. Не исключено, что во время события будет разыгран подобный сценарий. Солнечную систему отбросит к черной дыре стрелеца со звездочкой, и монстр одним гигантским глотком слопает наш мир. Вместе с тем ученые подчеркивают, что Солнце находится на расстоянии 27 тысяч световых лет от центра Млечного Пути. Это снижает риск поглощения черной дырой. Наблюдения показывают, что монстры чаще поедают звездные системы, расположенные ближе к центру обеих галактик. Взрывы сверхновых, как мы знаем, тоже разрушают все на своем пути. В то же время эти ужасные катастрофы выступают в роли своего рода архитекторов светил. Они создают среду, благоприятную для всплеска звездообразования. Дело в том, что после взрыва огромное количество вещества звезды рассеивается по окружающему пространству. Затем оно собирается в облака, очень богатые металлами и другими элементами. Материал для рождения звезд получается замечательный. Однако этот процесс еще мало изучен, и исследователи надеются все прояснить, наблюдая образование какой-нибудь сверхновой в режиме реального времени. В этом давно подозревают красного гиганта Бетельгейзе из созвездия Ориона. В 2022 году соцсети внезапно взорвало. Распространились слухи, что огромная звезда станет сверхновой в течение нескольких месяцев. Одни люди готовились к потрясающей фотосессии, а другие искали убежище на случай, если катастрофа зацепит Землю. Правда, астрономы считают, что такое вряд ли случится, ведь красный гигант находится на расстоянии в 700 световых лет от нас. Однако с Бетельгейзе ничего не произошло, хотя эта переменная звезда в последнее время несколько раз поражала всех яркими вспышками, после чего спокойно затухала, приобретая свою обычную светимость. От нее, по мнению ученых, можно всего ожидать. Но есть другое светило, которое с большей вероятностью устроит в небе ослепительное шоу. Вот-вот может превратиться в повторную новую звезду Тау Северной Короны, которая находится в 900 световых годах от Земли. Причем обратный отсчет времени до катастрофы идет вполне по земным меркам, и астрономы уже сейчас не отходят от телескопов.
В большинстве случаев рассчитать появление сверхновых невозможно. Однако со вспышками повторных новых все более предсказуемо. Они взрываются каждая со своей постоянной периодичностью. В случае с Тау Северной Короны взрывы происходят примерно раз в 79 лет. В этом далекая звезда похожа на комету Галлея. Та прилетает к нам каждые 75-80 лет. Последний раз светило устроило в небе катастрофу в 1946 году. Понятно, что для нее приближается время еще раз повторить свое яркое представление. Но откуда у НАСА такие точные сроки? Как можно с полной уверенностью утверждать, что Тау Северной Короны вспыхнет именно в ближайшие несколько месяцев? Это результат наблюдений и математических расчетов. Например, перед тем, как стать новой, примерно на год звезда тускнеет. А Тау Северной Короны уже около 10 месяцев теряет светимость. Экспертам НАСА известно не только, когда произойдет взрыв, но и его причина. Система Тау Северная Корона состоит из двух звезд – белого карлика и красного гиганта. Они вращаются вокруг друг друга, точнее вокруг общего центра масс. Белые карлики обладают массой, сопоставимой с солнечной, но их диаметр примерно в 100 раз меньше, то есть они сравнимы по размеру с Землей. Сочетание большой массы и маленького размера наделяет белых карликов чрезвычайно высокой плотностью и очень сильной гравитацией. Тем временем красный гигант из этой системы, как положено звездам данного типа, выбрасывает в космос свои покровы. Гравитация карлика тут же подбирает их, укладывая аккуратными слоями на своей поверхности. Так происходит годами, пока не накопится критическая масса и плотность карлика не достигнет своего предела. Когда на поверхность попадает слишком много вещества, запускается термоядерная реакция, прямо как в боеголовке, и белый карлик выстреливает в космос излишек вещества, ярко загораясь в небе. Благодаря этому выбросу маленькая звезда на какое-то время затмевает своего гигантского компаньона, а общее излучение обоих компонентов при наблюдении Земли увеличивается в 1000 или иногда даже в сотни тысяч раз. В этот раз НАСА предполагает, что во время события Тау Северной Короны по яркости будет сравнимо с полярной звездой. Ожидается, что взрыв станет виден невооруженным глазом как минимум несколько дней, но явление вполне может продлиться и больше недели. После того, как белые карлики избавятся от всего накопленного материала красного гиганта, на несколько десятилетий Тау Северной Короны вновь успокоится. Это будет красочное шоу, и любители астрофотографии смогут сделать уникальные снимки. А ученые надеются лучше изучить, как между партнерами в двойных системах происходит обмен массой. Еще они смогут точнее разобраться в механизме взрыва и процессе превращения белого карлика в новую звезду. После этого, по их расчетам, в системе должен произойти всплеск звездообразования. Астрономы сумеют наблюдать такое событие с самого начала, что даст им возможность прояснить некоторые до сих пор непонятные моменты рождения звезд. Светило вообще не торопится открыть нам многие тайны своего рождения и жизни. Одна из величайших загадок заключается в том, как сегодня мы вообще можем наблюдать формирование звезд, почему весь доступный газ давно не взорвался нескончаемым фейерверком, озарив космос. Таких секретов пока, наверное, больше, чем звезд в нашем небе. И если мы открываем одни, то тут же появляются другие. У полярной звезды переменной Цефеиды, например, в последнее время почему-то изменился период пульсаций. Он составлял 4 дня, но постепенно стал сокращаться, а амплитуда увеличиваться. Возможно, в этом виновата соседняя звезда, которая подошла слишком близко к Цефеиде и взбалтывает своей гравитацией ее внешние слои. Вещество, которое в результате таких колебаний выносит в космос, может стать строительным кирпичиком для какого-то нового Солнца. Мы вряд ли увидим его рождение, когда будем смотреть в ночное небо, но можем представить, что в этот самый момент во Вселенной происходит настоящее чудо. Где-то в одной из триллионов галактик из своего кокона выходит новая звезда.